Истории семейных кулуаров. Одна из моих сестер решила узнать имя своего суженого. Испекла блин. Но так как на улице было темно, поздно и страшно, она попросила меня пойти с ней. Ну, вот на всякий случай. Я шел подаль, она впереди. С блюдом, с блином и верой в судьбу. И никого. Полчаса, час, пустые улицы. Как будто город, вообще вся вселенная, решила проверить ее выдержку. И вот в момент полуотчаяния из темного угла выплывает мужик. Сестра бросается к нему. «Возьмите блинчик!» Мужик в шоке, но берет блин. «А как вас зовут?» И тут до него начинает доходить. «А зачем тебе?» «Ну назовите имя!» Мужик осторожно кладет блин обратно и начинает быстро уходить от моей сестры и кричит: «Не скажу!» И его шаг начинает походить на бег. Моя сестра бежит за ним и кричит: «Ну назовите имя! Просто надо!» И он начал выкрикивать какое-то имя на бегу, но ни я, ни она имя так и не расслышали. Выводы делайте сами. Гадание на суженого с зеркалами и свечами. Классика жанра. Про него я уже рассказывал детально в одном из моих видео про зеркала. Ссылочка где-то здесь будет. Ну или найдете у меня в ленте. Гадание с вызовом духов или же спиритизм. Используется нарисованный круг с алфавитом, иголка с ниткой или же фарфоровое блюдце. С иголкой все просто, оператор может частично отлететь, потому что призванный начинает управлять рукой. Иногда даже подсказывая ответы. Мило, но тревожно. А вот с блюдцем веселее. Но там как повезет. В моей семье это практиковали и вне святок, но именно в этот период связь была достаточно активной. Каким бы это ни казалось безопасным способом гадания, тут нужно учесть множество факторов и вашу готовность столкнуться с возможными последствиями. Важно понимать, никакая душа к вам не приходит. Чаще всего это фантом, слепок умершего, который помнит все до момента смерти. Ну и достаточно часто к вам на огонек приползает какой-нибудь черт или мелкий бес, который начинает материться и всех обзывать. Однако, при общении с ним можно выяснить множество интересных подробностей о будущем. Он будет юлить, перевирать, лгать, но когда вы поймаете его на вот этой лжи и поугрожаете чем-нибудь, то он становится шелковым и будет отвечать честно. Главное – уметь все это изгнать. Призванные не очень-то и хотят уходить. Вот про спиритизм я расскажу отдельно. Эта тема большая, жутко интересная, и история у меня на отдельный сериал. Сегодня мы разобрали лишь несколько гаданий из бесконечного арсенала народного. А давай посмотрим, что будет дальше. Это даже не верхушка айсберга, это так, краешек ногти судьбы. Возможно, я запишу еще какое-нибудь видео. Но если вам интересно что-то еще, какой-то конкретный способ, странный обряд, бабушкин метод с пугающей статистикой, пишите. Подскажу, расскажу, а где надо, честно скажу. Лучше не надо. Но вы все равно попробуйте. С вами был Богдан Дарк. До встречи.